Всем привет, с вами снова я, Оля. Сегодня, друзья, наконец-то мы с вами посмотрим новенькую работу от группы Атараши Гакко, Atona Blue. Я надеюсь, что вы ждали реакцию. Этот клип вышел относительно недавно, уже 8 дней назад. Песенка необычная, она довольно быстро набрала просмотры. Клипчик этот набрал, на секундочку, 2,8 миллионов просмотров за 8 дней. Мне кажется, это реально показатель. Плюс ко всему, мне намекнули, что этот трек довольно быстро залетел у девчонок. То есть он форсится по всему миру, частенько проскакивает в ТикТоке. Так что я так понимаю, что песенка реально какая-то бомба, потому что такое количество просмотров за довольно короткий срок. Плюс ко всему, раз она мелькает в ТикТоке сразу же после релиза, я думаю, что реально там что-то стоящее. Так что нам определенно стоит поскорее уже посмотреть клип и послушать трек. Да, уже немножечко поздно снимать реакцию, но тем не менее... Хотя, знаете, никогда не поздно. Лучше поздно, чем никогда. Клип называется Atona Blue. Сразу говорю, я не знаю, что это значит. Blue, естественно, это голубой с английского. А Atona это, наверное, что-то с японского. Я без понятия, если честно. Надеюсь, что вы мне напишите в комментариях. Что ж, в принципе, больше мне сказать нечего. По тексту я не проходилась. Думаю, не имеет смысла, на самом деле. Тем более я знаю, что мои подписчики всегда мне напишут в комментариях, если там есть что-то интересненькое. Что ж, я предлагаю уже начать и проверить, насколько же эта песня стоит того и... Нет, точнее не так. Узнать, почему эта песня зафорсилась по миру, почему она стала популярной. Поехали. Атараши Гакко. Так. Жду чего-то веселого, как обычно. Ой, там у девчонки такая стрижечка прикольная. Это только у нее, по-моему, не было до этого, да? Блин, музыка какая-то знакомая. О, это не сигарета. Я сначала подумала, это сигареты. Блин. Музычка такая прикольная. У нее эти, знаете, детские палочки такие, которые мы всегда притворялись, что курим. Ой, ладно, не будем про это. Так. Танец какой-то интересный опять. Так, припев. Блин, такой интересный танец. У них всегда танцы интересные. В таком диско-стиле. Каких-нибудь 90-х, 80-х. И музыка такая же, кстати. Синие языки. Блин, у меня такой смешной голос. Что происходит? Мне вот это нравится больше всего. Блин, прикольно. Сырое мясо? Сигареты. Клубничка. Что-то много еды здесь. Блин, я не знаю, я не понимаю эту локацию с машиной. Типа красивый цвет, но при этом машина на фоне такая старая-старая. Не знаю, какая модель, я не особо разбираюсь в машинах. Блин, зачем оборвали? Как обычно, с юмором. Блин, мне нравятся вот эти блестки. Но это не блестки, это... Блин, как? Ну, не засветы это. Сияние.
Ой, ой-ой, серьезно? Блин, так быстро. А еще мне понравились синий цвет. Понравился синий цвет. Он частенько там был. Такой переливающийся периодически с сиреневого, розового такого на синий. Друзья, ну знаете, если честно, мне немножечко показалось, что какой-то другой уровень у них здесь. Ну, то есть непривычно видеть их в помещении, начнем с этого. То есть в основном клипы у них всегда на свежем воздухе. Я вот сейчас думаю, и я не помню, чтобы у них было прям реально весь клип в помещении. Ну вот со школы, я помню, мы смотрели. Там улица тоже была. Ну, просто здесь в основном, если не учитывать эту локацию с машиной, здесь, по сути, везде помещение. Ладно, какой-то другой немножечко стиль, немножко другой уровень, мне кажется. Ну, девчонки выросли по качеству. Я хочу сначала начать с клипа, по традиции. Мне, в принципе, клип понравился. И опять-таки хочу отметить, что немножечко иной стиль, во-первых, клипа, да, во-вторых, съемка. Мне показалось, что съемка здесь какая-то более качественная, что ли. Более насыщенная, наверное, яркая такая. Не знаю, вот здесь мне прям качество понравилось. Плюс мне понравились, какие были использованы цвета в клипе. То есть это синий, розовый, оттенки фиолетового немножечко цвета. Прям прикольно в течение всего клипа. Плюс еще вот эти поблескивания иногда периодически, то есть такой стиль. Блин, вот есть отдельное название. Я вот не помню, как это правильно называется. Когда glow, что-то такое, блин. Glow эффект? Нет? Нет, не glow эффект. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Примерно, что я пытаюсь сказать. Мне понравилась вот эта локация с аркой, под которой они танцуют. Такой стиль у всего клипа, у локации более такой традиционный японский. То есть вот эта вот арка, вот эти вот перегородки, в которых они танцевали, то есть эти обои, лампы, все в таком стиле древнем, что ли. Ну, выглядит это максимально красиво и эстетично. Касательно действия, происходящих в течение всего клипа, не могу не отметить просто количество еды, которое здесь было. Начнем с сигарет. Сигареты. Все мы знаем, все мы, наверное, в детстве кушали подобные палочки, притворялись, что мы курим, мы взрослые. Не знаю, как вы, но у меня такое реально было. Интересно, почему они решили акцент сделать на этом? Какой-то смысл это имеет или нет? Плюс промелькивали чупа-чупсы, они кушали сырое мясо, похоже, не знаю как. Что еще из еды здесь было? Клубничка, которую сжали зачем-то и сделали коктейль, вишенка. То есть тут какой-то акцент на еде. Отсылка, наверное, к чему-то. Вот я не знаю, по тексту не пробегалась, поэтому непонятно. Также не могу отметить хореографию. Естественно, она будет интересная, смешная и забавная у Атараши Гакко, потому что они по-другому не умеют. И вот это забавное движение мне прям в припеве очень понравилось. Это прикольно, это цепляет. Вот девчонки, как всегда, на высоте. Все очень круто, все очень забавно. Мне, в принципе, работа понравилась. Конечно, эффекта вау не было. Ты знаете, что ожидания завышенные, когда знаешь, что вот трек залетел, там просмотров очень-очень много, и ощущение сразу, что вот что-то значит крутое. Были ожидания завышенные, сразу говорю. Просто очередная интересная работа от Атараши Гакко. По песенке, значит. Опять-таки забавненькая песенка, веселенькая. По звучанию на бэкграунде очень что-то напоминает. Жанр не скажу какой, это скорее всего просто джей-поп, но напоминает музыку каких-нибудь 80-х, 90-х годов, и мы что-то подобное уже смотрели с вами. Может быть, японскую какую-то группу, или может быть у них даже это было, я точно не помню. Вот что-то такое на бэкграунде было знакомое. Голос у главной вокалистки, как всегда, на высоте. Мне единственное не понравилось, что когда она вытягивала ноту, оборвали, то есть такое бывает, такое делают, но, блин, это так не классно. Зачем? Она могла бы спокойно вытянуть, было бы прикольно. А так просто она не допела и просто все.
В принципе, из такого яркого, из такого явного я, наверное, все сказала. Девчонки крутые, девчонки веселые, поднимают настроение. До сих пор в своей школьной форме, но при этом у них, по-моему, звезд раньше не было. Я, конечно, могу ошибаться. Не каждый день их клипы смотрю, но почему-то мне показалось, что звезды не всегда были с ними. Это, знаете, как по рангу прошли. Уже очень долгий этап с выступлениями. Вот у них звездочки каждый раз появляются, типа награды. Ладно, это чисто моя теория из пустоты. Не берите в голову. Что ж, это была вся моя реакция. Эффекта вау не было, что по песне, что и по клипу. Есть, да, какие-то такие моменты, которые меня порадовали, которые меня впечатлили в этот раз. Но такого, знаете, чтобы судить по этому клипу, что вот группа взлетела благодаря этой песне, я бы не сказала так. От вас жду комментарии с вашим мнением, как вам данная работа от Атараши Како. Ну а также, пожалуйста, пишите информацию, если вы знаете, о чем была песня, может быть, мне станет понятнее тогда, к чему был этот клип, к чему была машина на заднем фоне все-таки, для атмосферы или просто, я не знаю, может быть, какое-то она имеет значение. В таком каком-то старом немножечко стиле музыка была, и клип тоже такой не особо новый, знаете, не отличается прям какими-то эффектами, спецэффектами и так далее. Их здесь, кстати, вообще не было. Клип в основном цепляет, девчонками, естественно, танцем и светом, который мне, кстати, здесь понравился. Это было все мое видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, оцените его пальчиком вверх, мне будет очень приятно. Также не забывайте оставлять комментарии по поводу, без повода. Они для этого и нужны, в принципе. Если вам в дальнейшем вдруг захочется еще наблюдать за моими реакциями, то можете подписаться на мой канал. Кнопочка будет вот здесь. Мне также будет очень-очень приятно. Ну а с вами была я, Оля. Всех вас безумно люблю, целую, обнимаю. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Пока!